Всем привет! В этом видео расскажу вам, почему у вас может фонить, гудеть, издавать какие-то непонятные звуки, усилитель, колонки. Ну, в общем, вы меня поняли. Поехали. Основных проблем здесь бывает три. Это сам усилитель, соединительный провод от источника звука, который идет до усилителя, и сам источник звука. Первое, это может быть проблема в самом усилителе. Отключаем от него соединительный кабель, подключаем его в сеть, подключаем к усилителю акустику, ну, неважно, то есть колонки, динамик любой, то есть, вот, и слушаем. У нас не должно быть никаких посторонних шипений. Ну, когда у вас ручка громкости в максимальном положении, допускаются какие-то небольшие шумы, но в середине, грубо говоря, на 12 часов у вас никаких звуков посторонних, вы их не должны слышать, находясь хотя бы, скажем, в метре от вашей акустики. Второе, это сигнальный провод, вот он. То есть подключаем его к усилителю. Ну, внимание, подключать его надо, когда у вас либо ручка громкости на нуле, либо когда усилитель выключен, чтобы не было никаких щелчков и тресков в момент подключения. То есть подключили, ручку громкости открутили на максимум, и уровень шума должен быть относительно того, когда этот провод не подключен, немного выше. Он, какой бы у вас ни был провод, небольшие помехи он все равно будет создавать, особенно если у вас провод очень длинный, например, вот 3, 5, 10 метров и так далее. То есть, вот. Но какого-то ужасного шума и фона не должно появляться. Если он появляется, то дело прям 100% в проводе. Ну и третья проблема, как вы уже поняли, это сам источник звука. То есть, если мы подключаем провод, ручку громкости на максимум, то есть провод, у вас ничего не фонит, никаких шипений не издает усилитель, то есть, и только после подключения к источнику сигнала появляются шумы, то значит проблема в нем. Тут уже как бы решения совершенно разные. Возможно, если этот компьютер на звуковой карте высохли электролитические конденсаторы, либо в блоке питания. Если встроенная звуковая карта, это нормально, что она будет фонить. То есть, как бы, ну, тут уже сами думайте, с источником звука конкретных, то есть, не могу дать советов, потому что у всех тут как бы индивидуальный абсолютно подход. Единственное, как могу сказать, вот с таким источником звука можете брать любой iPhone, он не фонит вообще. То есть, если вы все-таки думаете, что в чем-то другом, подключите iPhone, никакого фона вообще не будет. Итак, теперь рассмотрим пути решения. Первая проблема – это усилитель. Тут нужно определиться. Либо у нас идет фон 50 Гц, вы это услышите, вы прекрасно знаете, как это звучит, я думаю. Если нет, ну, в генераторе сигналов включите, послушайте. Вот. Если у нас идет 50 Гц, то есть у вас сетевой усилитель с железным трансформатором, то велика вероятность того, что у вас либо высохли электролиты, вот эти вот, если это заводской усилитель. Если это самоделка какая-то, то, скорее всего, у вас либо очень маленькая емкость электролитов, либо у вас электролиты очень плохого качества. То есть тут может быть эта проблема. Также, возможно, у вас где-то идет, например, вот сетевой провод. Если он у вас идет вот так, ну, где-то рядом с платой усилителя, то тут, естественно, наводки будут создаваться. То есть тут либо его надо уже экранировать, либо как-то отдельно пропускать в другом месте. Также смотрите, общий провод самого усилителя, то есть вот он общий, ну, общий провод вот отсюда, который идет, то есть джек. То есть вот он дальше идет сюда на усилитель, и общий провод питания усилителя, то есть это средняя точка, он должен быть заземлен на сам корпус усилителя, то есть как вот в данном случае у меня прикручено, видите, то есть вот он надежно припаян и прикручен, то есть вот. То есть вот такое решение идет. Затем может быть проблема в трансформаторе. То есть тут решение одно. То есть его заматываете внешне алюминием, только не замкните у него обмотки. Ну, либо медной лентой. Ну, как правило, заводские трансформаторы их мотают медной лентой. Можно алюминиевой фольгой пищевой обычной взять, в несколько слоев намотать на него. То есть и поверх скотчем, чтобы она ни на что не замыкалась. Это, конечно, немного ухудшит ионное охлаждение, но сам трансформатор будет меньше испускать вот этих электромагнитных помех с частотой 50 Гц. Вот. Далее, если у вас какие-то другие помехи, то есть это не 50 Гц, вы уже определились, возможно, идет дело в соединительных проводах, то есть которые идут от входа, вот они, до как бы входа в сам усилитель, в плату усилителей. То есть он должен быть экранированный. Но в данном случае коэффициент усиления у усилителя очень маленький, провода короткие. Я просто витую пару взял, то есть никаких шумов у него тут нету. Вот. Но по-хорошему он все равно должен быть экранированный. Проблема с проводом тут только одна, это замена провода. То есть можете сделать его сами, можете где-то заказать готовый. Единственное, что скажу, у хорошего провода сопротивление должно быть очень маленькое. То есть, и запомните, хороший провод не может стоить 100 рублей или 150, даже на Алиэкспрессе. Вот я, например,
раньше использовал такой, у меня сейчас другие немного разъемы, то есть не 3,5, там 6,3 у меня разъемы в звуковой карте, вот. Ну, где-то примерно 500 рублей, где-то за 1,5-2 метра у него ценник должен быть для нормального хорошего провода. Можете взять Ugreen, например, провод. Ну, я им пользуюсь нормальным проводом. Ну, раньше пользовался. Также скажу еще одно. Вот на таких вот динамиках, так называемых эстрадных автомобильных, у которых очень большая чувствительность, ну, думаю, узнали, что это такое, вот, у них из-за большой чувствительности помехи на них отлично слышно. То есть, если у вас усилитель чуть-чуть фонит, то, например, на обычной домашней акустике с чуйкой 88 дБ и 8 Ом вы фиг чего услышите. Но как только вы подключите вот это дело, у вас он сразу же зашипит и зафонит. И за счет того, что чувствительность намного больше, прям уж. То есть, несколько раз у вас, по сути, получается. То есть, разница в 12 дБ, например, будет, естественно, вы услышите. Вот. Думаю, я рассказал вам все. Если еще остались какие-то вопросы, то есть задавайте в комментариях. Вот. Ну, в принципе, я рассказал вам все примеры, то есть что заводской усилитель, что самоделка. Если это активная акустика, то усилитель находится внутри колонок у вас. Вот и все. Всем пока, до встречи.